Что надо? Все надо. Все надо. Губы надо, нос надо. Что там еще делают у вас? Что вы вообще делаете еще? Ладно, давайте губы. Я хочу развернуть чуть-чуть верхнюю губу. Да. У нас есть как раз новая техника. Называется тугая писечка. Отлично, мне уже нравится. Тугая писечка. Я так и буду ходить с тугой писечкой на лице? А это нормально вообще? Да, эта техника сейчас самая востребованная. Ну, давайте сделаем тугую писечку. Привет, YouTube! И знаете, когда я посмотрела это видео, то, во-первых, долго смеялась, а потом подумала, какая тугая писечка. Ведь такого у реальных косметологов на приеме точно не бывает и не случится. Это же абсурд и выдумка. А потом я открываю Инстаграм, и на меня оттуда, как обычно, сыпется просто миллион губ, косметологов и всего остального. И что я вижу? Под фотками губ хэштеги ТП, губы ТП, техника ТП. И таких предложений от косметологов просто куча. И на минуточку, ТП здесь как бы точно не телепорт или техническая поддержка. А потом мне попадаются поясняющие хэштеги. Тугая писечка – это техника. И техника Брауде. Емельяна Брауде. Кто такой Емельян? А оказывается, это весьма выдающаяся личность. Пластический хирург по скайпу, блогер, врач и изобретатель методики увеличения губ, название которой мы не решимся произносить в эфире. Емельян Брауде шагает по стране со своими семинарами, и даже высшее образование ему для этого не нужно. Человек с сигаретой в спортивной олимпийке вместо стерильного халата – врач. Женщина, пускающая кольца из дыма, пациентка. Вот в такой непринужденной обстановке герои ролика проводят мастер-класс. Осчастливленные клиенты прячут лица. Эта девушка чуть не потеряла зрение. После инновационного укола в нестерильном помещении началось воспаление. Я ни одного в жизни дня не проработал косметологом. И тут я понимаю, что Емельян своими семинарами породил по всей России кучу косметологов очень сомнительной квалификации. Возможно, даже без образования косметологов, к которым мы ходим и буквально рискуем своим лицом и здоровьем. И если прямо сейчас вбить в Инстаграм хэштег губы ТП, то выпадет более 5000 записей. И это только те, кто не скрывает того, что он состоит в этой секте. И, ребята, я все прекрасно понимаю, на тему Брауде и его последователей вышло уже большое количество материала, и я не собираюсь здесь кого-то разоблачать. Скорее, цель этого видео — предупредить максимальное количество людей о том, на какой бьюти-трэш можно наткнуться в Инстаграм. Просто в один момент твоим косметологом может оказаться человек, который научился колоть губы по видеоуроку. И давайте прямо сейчас выясним, кто такой Емельян, его ученики и чем нам грозит ТП на губах. И сразу предупреждаю, здесь будет несколько неприятных кадров, поэтому особо впечатлительных прошу отвернуться от экрана. Ну а если это видео оказалось для вас полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, не забывайте о колокольчике, чтобы не пропустить новый интересный выпуск. Ну а мы не будем затягивать и поехали! И давайте сейчас начнем по порядку. Емельян Брауде – это персонаж, который собрал вокруг себя многотысячную секту учеников-хирургов, косметологов, или, как он сам ее называет, банду. Эта банда обитает в платной закрытой группе, а фейс-контроль в нее осуществляет сам Емельян. Входной билет стоит всего 15 тысяч рублей. И за эти скромные деньги Емельян предлагает целый сервис услуг, который сделает из любой продавщицы Зины звезду Инстаграм-косметологии. Тут тебе и видеоуроки на 30 часов, после которых вы станете колоть и резать, как заправский хирург. Также здесь есть и готовый фотобанк чужих работ. Вдруг у тебя своих нет, а в Инстаграм публиковать что-то надо. Такая классная тема. Еще имеется черный список пациентов. Называется «Объединенная база сумасшедших». И, наверное, это те, кто остался недовольным, что им лицо в капусту покромсали. Реально психи. И, конечно же, здесь вы найдете страховку на юридические расходы, если вдруг пациент окажется шокирован результатом и начнет жаловаться. И вот, пожалуйста, читаю. Поддержка по вопросам потребительского и надзорного терроризма. Захотела губы уткой, а стала террористкой. Бывает. И представляете, даже юрист на связи, если вдруг придут вязать. Просто такой all-inclusive для хирурга-самоучки. Но самое главное в этой группе — это доступ к обучающим семинарам, где не иначе, как сам феномен из светила Емельян Брауде покажет свои чудо-техники. Вот только, знаете, техники эти похожи на пытки, а не на семинары жертвоприношения. Ведь главное правило многотысячных последователей Брауде — никаких обезболивающих. И этот постулат, вероятнее всего, введен, чтобы избежать аллергических реакций на анестетики, например, лидокаин. Ведь от анафилактического шока горе-пациент может просто умереть. Так пусть лучше потерпит. И знаете, парадоксально, но несмотря на всю эту информацию, которая находится в открытом доступе, на мастер-классы и процедуры ученикам Брауде выстраиваются просто толпы девушек. Его техники под кодовым названием, говорю как есть, тугая писечка, это для губ, и лисья пися, это для глаз, вошли в историю Инстаграм. А все потому, что, посмотрите сейчас на эти фотографии по запросу ТП. Инстаграм выдает очень желанные для многих губы. Очень
многие девушки хотят сделать себе именно такие губы. Только вы знаете, фотографии эти в большинстве своем просто украдены из инсталент реальных врачей-косметологов. В закрытой группе секты Брауде участники не стесняются обсуждать присвоение чужих фотографий. Вот прям пишут: налетай, разбирай, мы как птенчики Емельяна. Пишет некая косметолог Гульнара. А под нашим-то хэштегом можно выкладывать? Интересуется еще одна любительница денег и халявы. Да сколько угодно. А на участников группы наложен оброк. Спустя месяц после вступления будь любезен сделать по 3 фотографии работ и скинуть их в общак Брауде. А потом из этого общака они разлетаются по сотням и тысячам аккаунтов по всей стране. Ну а где спрос, там и предложение. И вот мы видим вот такие плоские вывернутые губы, идеальная прям тугая пися. И сразу большинство говорят: о, хочу. Дальше девчонки приходят к дипломированному врачу-косметологу, а он почему-то пись не колет. Не прогрессивный, что ли? А не колет, потому что знает, что это непроверенный, опасный и болезненный метод. И врачи с него, немножечко в шоке. В современной пластической хирургии принято делать точечные уколы, чтобы как можно меньше травмировать лицо пациента. А вот Брауде, наоборот, предлагает активнее работать иголкой. Вполне возможно, при такой методике действительно тратится меньше препарата, но и повреждения получаются обширнее, а значит, есть и риск осложнений. Как она делается, эта техника? Вводится иголочка. Механическим способом наша задача вот эту ткань в губе раздербанить. То есть модели больно, она там кричит, пищит, визжит, да? Такие губы делаются без анестезии. Во время этого метода осуществляется большое количество проколов, и губы изнутри дербанят просто в кашу. В результате этого появляется большой риск образования синяков и фиброза. Простым языком выражаясь, это комки в губах. И мне почему-то кажется, что об этом вам перед процедурой тугой писи не расскажут. И это лишь история про ТП. Но там, на этих семинарах, еще и глаза на жопу натягивают. Да, выглядит хорошо на фото от случая к случаю. Но иногда может получиться совсем другое. Девушка хотела это, а получила вот это. А ведь Брауде даже и не скрывает результат. Он сам выкладывает такие жуткие фото у себя на странице и пишет: материал для журналистов. Он считает, что все шикарно, он пиарится. Журналисты, по его мнению, выпускают фейки и бред. А то, что, простите, на минуточку, целые видео публикуются прямо с его с участием, это нет, это не в счет. То, что реакция после публикации видео последует незамедлительно, было понятно сразу. Брауде этого и добивался. Он зарабатывает тем, что учит косметическим манипуляциям таких же случайных людей. Это когда, знаете, тебе говорят: друг, ты в полном говне. А он такой: не, я в нутелле. Но такова идеология секты. Им это нравится. Я уверена, им и видео мое понравится. Еще решат, что реклама. А вот вам еще один совсем не рекламный материал, который предоставила инстаграм-страничка «Правда о косметологах». Девушка сходила на мастер-класс по авторской методике постановки нитей Емельяна Брауде. Вот сейчас, на минуточку, просто зацените весь ужас происходящего. Это немножко отпустит потом, лучше посильнее затянуть, да, и потом, потому что потом вот это вот отпускает. Моя девочка. А на 2 недели зачем? Лучше, когда целый год проходили, больше года. Очень хороший результат. Эффект лучше, чем от Аптуса, на самом деле. Да. Спасибо. Без радости. Не переживайте, это сейчас отек идет. Только ты не плачь, пожалуйста, а то у нас клиенты не будут идти на эту процедуру. Так нам никто не пойдет. Да. Они скажут: карьера закончена. Все. Это шок. Девушка плачет, а вокруг нее хихикают новоиспеченные косметологи и приговаривают: не плачь, а то к нам никто не придет потом. Это у нее шок. А потом предлагают: давай чайку тебе нальем, а? Конечно, это же именно то, что ей сейчас нужно. Вы можете, конечно, со мной не согласиться, но, как по мне, так девушку буквально изуродовали. Сделали из нее Джокера, а им смешно. Ребят, это ведь конвейер живых тренировочных кукол для мясников. В инстаграм-аккаунте «Правда о косметологах» мы нашли еще массу историй людей, которые попались на авторские методики Брауде. Вот следующая девушка и снова прекрасный результат легендарных ТП губ. А вот еще одна, пожалуйста. И как рассказывает сама девушка, на 4-й день после процедуры тугая писечка, которую ей делал Емельян Брауде и еще один врач, весь вколотый препарат мигрировал в противоположную сторону от гематомы. Появилась асимметрия. И на все ее жалобы Емельян только посоветовал подождать, пока все заживет. Мол,
Нормально все будет, просто, губы у вас такие. От генетики никуда не денешься. Сама виновата. Ну и немножечко врач, которая привела ее на процедуру. Ни документов, ни видеозаписи с семинара, где девушка была моделью, ей не дали. Пойди потом докажи, что тебе кололи именно там и именно те люди, на которых ты указываешь. А еще в своих инстаграм-аккаунтах Брауда подробно рассказывает, как избежать ответственности за незаконную деятельность. И вот несколько советов. Пациенты в кабинет строго по одному, вещает Брауда. Дверь на ключ. И если по глупости выбил чек, пиши в графе услуги массаж. Ты же не врач, какие инъекции или операции. Вообще в любой непонятной ситуации пиши массаж. Авось прокатит. И с женой участкового подружись, пригодится. А вот, пожалуйста, Емельян с легкой руки разрешает новоиспеченным косметологам работать с любыми запрещенными препаратами. Главное, не засветиться. Предложение работать честно и по лицензии Емельян разбивает авторитетным мнением. Мол, как только лицензию получишь, все, конец бабосикам. В базу попал, считай пропал. Не подписывай с клиентом никаких бумажек, ведь потом они станут главным доказательством того, что процедура была. Без подписанных документов установить факт инъекции или операции сможет только самый умный следователь, объясняет подкованный в юриспруденции Брауда. А вот тут, ребята, он публикует переписки со своими учениками, где советует им посылать недовольных клиентов в одно место, потом в другое, более глубокое и темное. Вот сейчас нажмите на паузу и почитайте. Зато последователи Брауда за такие советы просто оды ему поют. Емельян, вы лучший, порядочность, ум, великодушие, просто святой человек, самородок. И знаете, глядя на все это, возникает справедливый вопрос. Почему Брауда до сих пор не привлечен к ответственности? Ведь за незаконное осуществление медицинской деятельности предусмотрено уголовное наказание по 235 статье УК РФ. И за незаконную предпринимательскую деятельность тоже уголовка предусмотрена. Емельян же отлично устроился. Говорит, нет, ребята, я не косметолог, а преподаватель. А учить это законно. Вот только вряд ли вся эта коуч-деятельность хоть как-то зарегистрирована. К тому же Брауда иногда и сам практикует. Вот сейчас опять кадры не для слабонервных. Вот, например, он прямо в автомобиле, без перчаток, без антисептика, без какой-либо спецодежды подкалывает губы блогерши. Это нормально? А вот, пожалуйста, собственными руками делает блефаропластику. И да, это он в джинсах, в свитере, нависает над пациенткой со своими распущенными волосами. Шок-контент, да. И вы спросите, как же так? Может быть, его не могут найти? Да нет, если загуглить, то можно найти настоящее имя Емельяна. Или, может быть, нужно дождаться, чтобы кто-то серьезно пострадал? А может быть, правоохранительные органы безразличны к Брауда, потому что у него все-таки есть нужное образование? А весь этот эпатаж просто продуманный черный пиар для привлечения внимания. Вот, например, смотрите, журнал выпускает статью, где Емельян Брауда назван доктором и молодым хирургом. Неужели редакция даже документы не запросила перед тем, как наделила обычного коуча званием врача? Непонятно. Но одно ясно. Емельян хорош в зарабатывании денег. С удивительным постоянством в его арсенале появляются новые процедуры. А как вам вот коктейль Брауда? Звучит странно. Зато обещает всего за 3 сеанса растопить жир на животе и боках. А как вот вы отнесетесь к процедуре яблочки молодости от Брауда? Вколол филлер, и вот у тебя на лице наливные яблочки, ты щекастый молод. Ну или паралич лица. Тут уж как повезет. Вот, например, Брауда после того, как сделал девушке неудачную процедуру, советуется в закрытой группе. Мол, девчонки, что делать? У пациентки паралич. Что порекомендуете? Нерв умер? И знаете, что страшно? Научиться технике Брауда реально может каждый. Шприц в руки, лекцию за 15 тысяч послушал, потренировался на жертве и вперед. Но почему врачам нужно многолетнее образование и диплом, а этим талантливым ребятам ничего не надо? Да потому что врач берет на себя ответственность за осложнение и может оказать пациенту первую помощь. Врач работает в рамках закона и следует ему. И как бы боится за свою репутацию и репутацию своей клиники. Адепты же Брауда снимают с себя всякую ответственность. То есть губы могут получиться, а могут и не получиться, и превратиться в перекошенный пельмень. Анестезии нет, бумаги не подписываются. Что на случай, если пациент случайно ослеп во время процедуры? Или у него лицо парализовало? Врач встал и сказал, ничего не знаю, оно само, я домой. И ладно, когда пациент в курсе рисков, когда ты узнал технику губ по картинке, когда начитал 100 хэштегов под фото о Брауде, или прямо спросил диплом, а его не оказалось. Но бывает, что ты видишь аккаунт суперпрофессионала-косметолога, врач-академик, лауреат премии «Губы года», а потом оказывается, что он учился в секте ТП и накалывает всем опасные тугие писи. Мы связались с инстаграм-аккаунтом «Правда о косметологах», они очень часто пишут про Емельяна Брауде, про его жертв, и попросили дать несколько советов, как все-таки распознать представителя секты ТП. И вот от них несколько советов. Ну, во-первых, необходимо проверить по подпискам вашего врача на аккаунт секта ФТП. Однако многие пытаются схитрить, подписываясь с левых страниц, а не с рабочих. Во-вторых, смотреть хэштеги. Если вы увидели ЗГ, ТП с каким-нибудь номером, секта Брауде, любые упоминания этого псевдонима в хэштегов, сразу, ребята, ищите другого врача. Они это делают ради взаимных комментариев и лайков от себе подобных. И по этим отметкам их можно вычислить невооруженным глазом. Третье. В соцсетях
соцсетях полно лиц, имитирующих врачей. Приставки «ДР» в имени, белый халат на фото, но никаких дипломов на фото, ни адреса места проведения услуг, ничего этого нет. Чаще всего там в закрепленных сообщениях есть подборка публикаций, коммерческих сертификатов о прослушивании семинаров от каких-то разных компаний, не дающих права работать без диплома и ординатуры, но призванных сымитировать процесс обучения. И если вы попросите такого врача показать диплом, почти гарантированно вы получите отказ под любым предлогом. Например, «не я к вам пришла» или «зачем обращаться, если не доверяете», «боюсь отправлять», «приходите и увидите». Вот это все, ребята, полная чушь. Если лицо оказывает косметологические услуги, по закону оно должно предоставить полную информацию об образовании и соответствующей квалификации. Четвертое. Обычно последователи секты Брауде используют в практике незарегистрированные в Российской Федерации препараты. И, ребят, сразу хочу сказать, что любой препарат, который вам планируют вколоть, вы можете проверить на наличие регистрации в сервисе Росздравнадзора, ведущего государственный реестр. И на данный момент невозможно сказать, какой процент адептов тайной секты Брауде имеет медицинское профильное образование врача-косметолога. Но по закону такие процедуры могут проводить только врачи-косметологи или средний медицинский персонал по их назначению и только в специально оборудованных для этого помещениях. То есть мало одного диплома врача, нужна еще и обязательная специальность косметолога. А медсестра может осуществлять только манипуляции по назначению косметолога. Лица без соответствующего образования вообще не могут оказывать такие услуги. Но какие законы, когда хочется бабла? Так или иначе, вся эта неоднозначная и провокационная деятельность Брауде прокатилась по сети и телевидению. Возможно, компетентные органы все-таки заинтересуются, каким образом этот персонаж второй год проводит хирургические операции и косметологические процедуры, учит им других и зарабатывает миллионы. А пока, чтобы обезопасить себя от мошенников, ходите только в проверенные косметологические кабинеты и клиники пластической хирургии, которые имеют лицензию. Не стесняйтесь спрашивать у врача диплом и сертификат. Настаивайте на заключении договора и обязательно обращайтесь в правоохранительные органы, если вас обманули или навредили здоровью. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. Я очень надеюсь, что оно было для вас полезным. Мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока.